Инквизитор. На последнем стриме мой подписчик попросил меня сделать отдельный разбор прохождения уровней Хрустального подземелья, чтобы он мог понять смысл прохождения. Ну и, возможно, другие игроки в этом тоже нуждаются. В связи с этой просьбой я и делаю данное видео. И в сегодняшнем видео разбор уровня с увеличением героев. Также хочу отметить, что для прохождения этапов Хрустального подземелья вам необходимы метовые герои, и без них практически невозможно пройти этапы Хрустального подземелья, будучи 100-м уровнем. Если вы думаете, что без доната достать этих героев невозможно, то вы ошибаетесь. Ведь даже у нас на сервере есть VIP 0 игрок, который владеет всеми топовыми легендарными героями, пусть и 3-звездочными. Ну а теперь более подробно о Хрустальном подземелье. Для данного этапа вам понадобится Зоя, уровень которой должен соответствовать вашему уровню, а также должна быть пробуждена и одет скин. Зоя должна находиться в изначальной команде. На данном этапе от нее нужна только ульта. Аврора – это основной саппорт в этом этапе, который ускоряет вашу команду, а также увеличивает физическую атаку и вампиризм. Феникс чаще используется исключительно для лечения вашей команды, после чего заменяется. Думия – магический дамагер, который наносит огромное количество урона. Данхильда – физический дамагер, который является основным дамагером на данном этапе. Ее урон по окончанию этапа достигает сотни миллионов урона. Если на Думии у вас одет сильный артефакт, то вам необходимо его снять и одеть данный артефакт на Данхильду. Также рекомендуется то же самое сделать и с Авророй, то есть надеть на нее артефакт, который одет у вас на Офелии, если она у вас есть, или на любом другом герое. В заменяемых героях вам нужны Лустия. Это танк для защиты вашей команды и контроля отряда противника. Рэмбо – стрелок, который увеличивает физическую атаку ваших героев, а также благодаря Рэмбо Данхильда увеличивает свои криты. Ингрид – важнейший саппорт, который необходим в этом этапе, чтобы увеличить вашу команду. Ее уровень должен соответствовать вашему уровню, а также, как и с Зоей, максимально должен быть прокачан навык ее ульты. При выходе на поле боя вы должны быть уверены, что выстоит ваша Аврора, урон которой в нее изначально летит, может ее убить. Поэтому вам необходимо будет перезапускать данный этап. Как только вражеская команда достигла вашей команды, вы активируете ульту Зои, наводя ее максимально в левую сторону, чтобы вражеские герои стянулись максимально влево. Как только стягивание сработало, вы убираете Зою и выбираете Лустию. Лустия, выходя на поле боя, обходит вашу команду по левой стороне поля боя. Таким образом, выходя максимально близко и быстро к вражеской команде, которая еще не успела особо разбежаться после стягивания Зои. В момент, пока Лустия двигается в сторону вашей вражеской команды, вам нужно успеть ультануть всеми вашими героями против вражеской, пока они находятся в куче. Особенно Данхильда и Думии. Когда на таймере остается примерно 1 минута и 15 секунд до конца боя, чаще всего моя Лустия наносит первый стан. Именно в этот момент я убираю Феникса и выбираю Рэмбо вместо него и ультую, а также использую оранжевое плюс 2 снаряжение, ослабляющее противника. Далее бой проходит без особых изменений. Главная ваша задача следить за здоровьем ваших героев. В моем случае Рэмбо слишком слаб, поэтому когда на таймере остается 30 секунд, и я вижу, что вражеская Зоя готовится к ульте, я его заменяю на Ингрид. Но ее ульту я не использую, потому что еще рано. Когда у вражеской команды остается минимальное количество здоровья, я использую ульту Ингрид во врага с наибольшим количеством здоровья, чтобы на время действия гробницы Ингрид моя команда его не убила. Пока действует гробница, ваши герои по возможности должны ультовать во врагов с наименьшим количеством здоровья и должны убить хотя бы 3. Когда ваша команда убьет хотя бы одного из них, то они увеличиваются, увеличивая все свои параметры. На 176-м этапе у меня во время действия гробницы получилось убить 4 врагов, оставив лишь Караса, который не увеличился. Хочу отметить, что иногда гробница может не сработать, или убийство вашего врага не увеличит вашу команду. В таком случае вам нужно перезапускать этап и начинать все заново. Также еще одним нюансом является то, что если вы убьете лишь 2 врагов во время действия гробницы, то оставшиеся 3 ваших врага увеличатся.
И в 80% случаев вы не сможете их убить до конца таймера. В связи с этим вам и нужно убить хотя бы 3 врагов. На этом и заканчивается мой способ прохождения данного этапа. Если вам было полезно данное видео, то делитесь им с вашими знакомыми. А я на этом с вами прощаюсь. До новых видео. Все. Пока.